Угроза ядерного конфликта, десятилетиями витавшая в воздухе, вновь стала частью глобальной политической повестки. Этот видеоматериал — не попытка запугать, а стремление объективно и научно разобраться в природе ядерной угрозы. Мы отделим факты от голливудских мифов, объясним физику разрушительных явлений и дадим информацию, основанную на научных данных и протоколах гражданской обороны. Атомный взрыв — не просто большой бабах. Откуда берется энергия? В основе ядерного оружия лежат два процесса. Деление — ядерный взрыв. Нейтрон попадает в ядро нестабильного атома урана-235 или плутония-239. Оно расщепляется на два осколка, высвобождая колоссальную энергию и 2-3 новых нейтрона. Эти нейтроны, в свою очередь, расщепляют следующие ядра. Начинается цепная реакция, которая за миллионные доли секунды охватывает весь объем вещества. Так работала бомба «Малыш», сброшенная на Хиросиму. Синтез — термоядерный взрыв. При сверхвысоких температурах и давлении ядра легких элементов, например, изотопов водорода, дейтерия и трития, сливаются, образуя более тяжелые ядра и выделяя еще больше энергии. Это реакция, питающая Солнце. Такое оружие, водородные бомбы, обладает на порядке большей мощностью. Мощность ядерного взрыва измеряется в тротиловом эквиваленте. Килотонна — эквивалент 1000 тонн тротила. Мегатонна — эквивалент 1 миллиона тонн тротила. Важный нюанс — ущерб растет нелинейно. Удвоение мощности взрыва увеличивает радиус разрушения не в 2 раза, а примерно на 25-30%. Так, 10-мегатонная бомба — это не в 500 раз мощнее 20-килотонной хиросимской, но радиус ее тотальных разрушений будет больше примерно в 15-20 раз. Сценарии взрыва. Почему важна высота? Эффекты взрыва кардинально зависят от того, где он произошел. Воздушный взрыв на высоте сотен метров, нескольких километров максимизирует площадь поражения ударной волной и тепловым излучением. Именно такой взрыв производит характерное грибовидное облако. Ключевой факт: при воздушном взрыве радиоактивные осадки практически не образуются, так как огненный шар не касается Земли и не поднимает в облако частицы пыли. Пример: Хиросима и Нагасаки. Наземный взрыв касается поверхности, создает огромную воронку, вызывает сильнейшие сейсмические волны и генерирует максимальное количество радиоактивных осадков. Это наихудший сценарий с точки зрения долгосрочного заражения местности. Высотный взрыв в космосе десятки и сотни километров не создает ударной волны и осадков, но генерирует мощнейший электромагнитный импульс, который выводит из строя электронику на огромной территории. Поражающие факторы. Анатомия разрушения. При ядерном взрыве последовательно действуют несколько поражающих факторов. Световое излучение и тепловой импульс. Огненный шар мощностью 1 мегатонна на пике ярче Солнца в десятки раз. Его видно за сотни километров. Длительность — от доли секунды для малых боеприпасов до десятков секунд для мегатонных. Последствия — мгновенные ожоги 3-й степени на открытой коже в радиусе многих километров. Воспламенение горючих материалов. Пожар и шторм. Защита. Любой непрозрачный объект. Светлая, плотная, не прилегающая к телу одежда значительно снижает тяжесть ожогов. Ударная волна представляет собой двойной эффект. Избыточное давление. Фронт высокого давления, который сплющивает здания и полые объекты. Скоростной напор. Ураганный ветер, следующий за фронтом, который сносит и дробит все на своем пути. Пример для взрыва 1 мегатонной бомбы в радиусе 2 километров, полное разрушение даже железобетонных зданий. В радиусе 5 километров сильные разрушения, автомобили переворачиваются и становятся непригодными. В радиусе 10 километров выбитые остекления, которые превращаются в смертоносные осколки. Важно! Ударная волна приходит с запаздыванием. После вспышки мегатонного взрыва у человека в 50 километрах от эпицентра есть 15-40 секунд, чтобы укрыться, лечь в канаву, за стену.
Проникающая радиация, нейтроны и гамма-лучи. Это поток радиации, длящийся примерно 60 секунд после взрыва. Радиус действия ограничен. Смертельная доза, порядка 50-60 грей, возможна только в зоне, где жертв уже убьют ударная волна и тепловое излучение. Для выживающих вне этой зоны начальная радиация не является главной угрозой. Радиоактивные осадки — главная долгосрочная угроза после наземного взрыва. Происхождение. Огненный шар поднимает с Земли огромное количество расплавленного и измельченного материала, который смешивается с радиоактивными продуктами деления. Эти частицы, оседая, создают зону заражения. Распределение. Форма и размер следа осадков зависят от мощности взрыва и, главное, от направления и силы ветра на разных высотах. Сильный ветер увеличивает площадь заражения, но снижает уровень радиации в каждой конкретной точке. Выживание. Наука, а не паника. Действие в первые минуты. Не смотреть на вспышку. Риск временной или постоянной слепоты. Укрыться, лечь на землю ногами к эпицентру, подложив руки под свое тело. Важно, между вспышкой и приходом ударной волны есть задержка. Используйте ее. Укрыться от осадков. Если вы в зоне возможных осадков, пыль, сажа, дождь, максимально защитите дыхательные пути, платок, респиратор и кожу. Где и сколько пережидать? Главное правило — укрытие. Идеальный вариант — подвалы многоэтажных зданий, заглубленные убежища, метро. В многоэтажке без подвала центральная часть здания, выше 10-го этажа, осадки оседают в основном на крышах низких зданий. Ванная комната или коридор без окон. В частном доме подвал или цокольный этаж. Правило 7-10 для радиоактивного распада. Каждое увеличение времени в 7 раз снижает уровень радиации в 10 раз. Через 7 часов после взрыва уровень радиации падает примерно до 10% от первоначального. Через 49 часов или двое суток до 1%, через 2 недели до 0,1%. Вывод. Нахождение в укрытии в течение первых 24 до 48 часов критически снижает полученную дозу облучения. Оптимальный срок – до 2 недель, если укрытие хорошо оборудовано. Йодовая профилактика. Кому, когда и зачем. Цель. Защита щитовидной железы от радиоактивного йода 131, который является одним из главных компонентов осадков в первые недели. Как работает? Прием стабильного, нерадиоактивного йода насыщает щитовидную железу, и она перестает поглощать радиоактивный изотоп. Важно! Йод эффективен только для защиты щитовидной железы и только от йода 131. Он не защищает от внешнего облучения и от других радиоактивных элементов – цезия, стронция и так далее. Принимать только по официальному оповещению. Бесконтрольный прием опасен для здоровья. Стандартная доза для взрослого – 125 мг калия йодида. Запасы и информация. Вода и еда. Запас на 2-4 недели. Продукты в герметичной упаковке, не подвергавшиеся заражению, безопасны. Аптечка. Стандартные плюс жаропонижающие, антисептики, средства для пероральной регидратации. Источник информации – радиоприемник на батарейках или с ручным приводом. Мобильные сети и интернет, скорее всего, будут неработоспособны. Электромагнитный импульс. Будьте готовы к потере всей незащищенной электроники. Автомобили с современной электроникой могут выйти из строя. Реальная картина и глобальные последствия. Современные арсеналы насчитывают около 12 500 единиц ядерного оружия. Данные Стокгольмского института исследования проблем мира состоянием на 2023 год. Большинство из них — тактические заряды мощностью от 0,1 до 100 килотонн, а стратегические — от 100 килотонн до 1 и более мегатонны. Даже ограниченный региональный ядерный конфликт, например, с применением нескольких десятков боеголовок, может привести к явлению, известному как ядерная зима.
Поднятые в атмосферу сажа и пепел от вызванных взрывами пожаров экранируют солнечный свет, приводя к глобальному похолоданию на несколько лет, коллапсу сельского хозяйства и массовому голоду. Используйте свои знания против страха. Ядерная война — это не конец света в библейском смысле. Это величайшая техногенная и гуманитарная катастрофа, последствия которой будут ощущаться десятилетиями. Знание ее реальных механизмов, а не мифов, это первый шаг к осознанию рисков и, как следствие, к их предотвращению. Эта информация не инструкция по выживанию в апокалипсисе, а напоминание о ценности мира и хрупкости нашей цивилизации.